Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вашему покровителю и узнаем, кто же ваш покровитель по дате рождения, а также что вам нужно делать, а также как правильно благодарить и какие сильные стороны у вашего покровителя. Девочки и мальчики, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Вы знаете, у каждого из нас есть свой покровитель, который помогает нам справляться с трудными ситуациями, которые возникают в нашей жизни. Они стараются помогать нам обходить злых людей и стороной, избегать различного рода потерь, а также помогают наполнять нашу жизнь положительными моментами, людьми, притягивать в нее счастье, удачу, любовь и благополучие. Но не нужно забывать благодарить своего покровителя хотя бы раз в месяц. Для этого вам нужно знать, в какой день, так как в такой день связь между вами становится необычайно сильной. И нужно знать и как правильно это делать. Важно находиться возле окна в такой момент, закрывать глаза и от души произносить вслух правильные фразы. Это очень просто, но ваш покровитель будет рад тому, что вы знаете, что он у вас есть. Цените это и находите время сказать слова благодарности. Для того, чтобы узнать, какие качества присущи именно вашему покровителю, нужно посмотреть на число вашего рождения. Если у вас, например, число рождения 6, значит покровителю присуща цифра 6. Если, например, число 23, значит нужно сплюсовать 2 цифры, 2 плюс 3, получается цифра 5. Такова цифра этого покровителя. А теперь давайте посмотрим, что же обозначает каждое число. Также в комментариях можете написать, а что у вас получилось. Итак, девочки и мальчики, если у вас получилось число 1, это означает, что у вас духовный покровитель. Вам очень повезло. Так как вы никогда не будете чувствовать себя одиноким человеком, в вашей голове в основном будут присутствовать положительные мысли, а негативные сразу будут испаряться. Этот покровитель всегда готов подсказать вам, в каком направлении вам стоит двигаться, для того, чтобы притянуть в свою жизнь добро, хороших людей, которые будут помогать вам на каждом шагу вашей жизни. Он рад находиться возле вас, он ценит вас и всячески старается помогать вам делать с каждого поступка вашей жизни выводы, при этом как положительные, так и отрицательные, которые в дальнейшем будут помогать вам совершать больше хороших поступков, а также притягивать в свою жизнь то, чего вам в ней не будет хватать. Благодарить вашего покровителя нужно в первый понедельник нового месяца, при этом держать в руке свечу белого цвета и проговаривать обязательно такие слова: «Мой духовный наставник, за мысли светлые в своей голове тебя благодарю. Я это все ценю. Мне и дальше помогай, мысли нужные в мою голову направляй». Свечи давайте полностью догореть, а агарок обязательно выбрасывайте. Если у вас получилось число 2, это означает, что у вас радостный покровитель. Он помогает вам открывать в себе скрытые таланты, подталкивает вас к тому, чтобы вы пробовали и изучали что-то новое. Он не позволяет вам стоять на одном месте. Порой вы замечаете, что в вашей жизни происходят непредвиденные приятные события, которые меняют ее только в лучшую сторону. Так и знайте, что это происки вашего покровителя. Он помогает вам находить общий язык с любыми людьми, из-за чего у вас складываются с ним хорошие отношения. Ваша с ними связь очень прочная. Вы ощущаете его присутствие на протяжении целого дня. Для того, чтобы его поблагодарить, вам нужно использовать полнолуние. Для этого поджигайте палочку корицы, окуривайте ней себя и при этом обязательно проговаривайте такие слова: «Я связь нашу с тобой, мой покровитель ощущаю, ее с благодарностью принимаю, меня ни на миг не оставляй и защитой своей окружай». Палочку корицы после того, как отблагодарите, выбрасывайте на рассвете на природе, чтобы по ней никто не топтался.
Если у вас получилось число 3, это означает, что ваш покровитель изящный. Это означает, что он всячески старается прикасаться к вам, чтобы вы ощущали его присутствие. Также это может проявляться в виде необычных звуков и шорохов. Он старается наполнить вашу голову идеями, воплотив которые вы можете стать более счастливым человеком. Он очень любит помогать людям, которые находятся без пары, организовывает приятные знакомства, тщательно перед этим все продумав. Он любит своего подопечного, но порой ему нужно время, чтобы передохнуть, поэтому может на время вас оставлять. Но не стоит переживать и думать, что он вас оставил. Это не так. Вы всегда находитесь под его тщательным присмотром. Даже если он в какой-то момент не возле вас, ощутив, что вам угрожают какие-то неприятности, он тут же появится и убережет вас от них. Помогает вам видеть то, что скрыто от других людей, замечая всю красоту моментов. Благодарить его нужно обязательно на растущую луну. Для этого в правой руке нужно держать щепоточку сахара и проговаривайте такие слова: «Я тебя за то, что делаешь для меня, благодарю, но об одном тебя прошу: возле меня больше времени проводи и, пожалуйста, никогда от меня не уйди. Очень тебя ценю и еще раз за помощь твою благодарю». После проделанного открывайте окно и выбрасывайте в него сахар. Если у вас получилась цифра 4, это означает, что ваш покровитель благомыслящий. Он помогает вам стать добрее, он пытается помочь вам замечать беды других людей и всячески стараться им помочь. Он наделяет вас состраданием, мудростью, что помогает вам притягивать постоянные потоки светлых энергий. Наполняя вашу жизнь, они делают так, чтобы вы ни в чем и никогда не нуждались, чтобы все трудности обходили вас стороной. Благодаря вашему покровителю у вас хорошая работа, прекрасный дом, крепкая семья, вас любят и ценят окружающие люди, так как знают, что вы ответственны, что на вас можно положиться. Он наполняет вашу голову только правильными мыслями, которые помогают вам принимать верные решения и проживать хорошую жизнь. Благодарить вашего покровителя вам нужно обязательно на рассвете во вторник. Для этого нужно под левую и правую пятку ставить по монете большого номинала и проговаривать такие слова: «Все то, что ты мне говоришь, я ощущаю, к советам твоим прибегаю, благодарю, что мне помогаешь, всем, что нужно, жизнь мою наполняешь». Монеты в этот день нужно дать на благотворительность, совершив хорошее дело и показав, что вы ощущаете присутствие вашего покровителя. Если у вас получилась цифра 5, это означает, что ваш покровитель пронзительный. Те, у кого такой покровитель, с легкостью добиваются всех поставленных перед собой целей. И даже если порой это не совсем правильно по отношению к окружающим вас людям, ваш покровитель заботится только о вас. Он считает, что так как он вас выбрал, вы этого достойны, и с его помощью можете покорять любые вершины. Все это, что вы задумаете, спланируете, все должно у вас быть. Часто люди с таким покровителем становятся большими руководителями, возглавляют огромные компании, холдинги, банки, но вот на личную жизнь часто не хватает времени, а ваш покровитель этому не придает большого значения. Люди с таким покровителем, как правило, умны, любопытны, предприимчивы, усердны, способны справиться со всем благодаря такому вот сильному помощнику. Вам нужно обязательно на убывающую луну открывать булавку и проговаривать на нее обязательно такие слова: «Мой покровитель, все, что для меня ты делаешь, ценю, твердость твою ощущаю, тебя за это благодарю, но прошу, меня счастьем окружи и в этом направлении мне также помоги». Булавку оставляйте под молодым деревом, и этим действием вы выскажете благодарность, а также попросите его о том, что вам нужна его помощь еще и в материальных благах. Не только и вы обязательно получите результат. Далее, если у вас цифра получилась 6, это означает, что ваш покровитель яркий. Благодаря такому покровителю ваша жизнь наполнена разнообразными прекрасными событиями. Вы никогда не грустите, даже если что-то получается на каком-то этапе не так, очень быстро все решается, как вам кажется, само собой, а от неприятного послевкусия не остается даже мимолетного впечатления.
Вы всегда ощущаете счастье, вам хочется улыбаться. В основном такой покровитель попадается творческим людям, а также ученым, так как он помогает творить, делать жизнь с помощью данных людей намного лучше. Он старается всячески развивать таланты человека, помогая ему выбирать свой собственный путь, который способен сделать жизнь разнообразной, чтобы ни в чем не было нужды. Люди с таким покровителем разносторонне развиты, они любят много читать, экспериментировать. Вам нужно благодарить своего покровителя на растущую луну. Для этого берете белый лист бумаги и рисуете на нем то, что вам в данный момент захочется изобразить. При этом проговаривайте такие слова: «Я с тобой, покровитель мой. Контакт укрепляю, данный рисунок тебе посвящаю. Его прими и благодарность мою ощути». После чего рисунок сжигаете, а пепел нужно будет развеять. Если у вас получилась циферка 7, это означает, что ваш покровитель жизнерадостный. Люди с таким покровителем имеют нестандартное мышление, они не любят тратить свою жизнь на то, что не доставляет им удовольствия, стараются получать от жизни все по максимуму, они добры, никогда не пройдут мимо и возле того, кто нуждается в их помощи, но не будут тратить время на людей злых, завистливых, с нечистыми помыслами. В их окружении таких не встретите, так как они видят благодаря покровителю человеческую сущность и очень быстро и сразу прекращают общение с такими людьми. Как правило, это красивые, мудрые люди с развитым чувством интуиции, и покровитель старается его постоянно приумножать, что во многом им помогает. Имея со своим покровителем крепкую связь, он может приходить к ним во снах, подсказывая, как поступить в той или иной ситуации. Они создают крепкие семьи, финансово стабильно, умеют благодарить и ценить все то, что приходит в их жизнь, начиная от мелочей и до крупных вещей, поступков, что очень ценит их покровитель, так как это качество людей с чистой душой. Вам нужно благодарить своего покровителя после 11 часов ночи в четверг. И для этого поджигайте веточку лаванды, держите на уровне груди и проговаривайте такие слова: «Я нашу неразрывную связь укрепляю, помощь твою на каждом шагу своей жизни ощущаю. Тебя за это благодарю и не останавливаться прошу». После чего веточку лаванды тушите, ставьте на ночь возле спального места, а на утро выносите на природу. Если у вас получилась цифра 8, это означает, что ваш покровитель сверкающий. У вас с вашим покровителем не только духовная, но и эмоциональная связь. Он так же, как и вы, все ощущает, поэтому старается делать так, чтобы вы никогда не огорчались, так как не любит данное состояние. Он не любит грустить. Люди, которые находятся под опекой такого покровителя, искренне, честные, у них отменное здоровье, они успешны, они удачливы. Стоит им только о чем-то хорошем подумать, как они тут же получают свою жизнь. Покровитель учит их заботе, поэтому из них получаются заботливые родители, искренние друзья и верные супруги. Им не приходится прилагать большие усилия для того, чтобы чего-то добиться. Покровитель помогает им притягивать денежную энергию в таком количестве, чтобы им хватало на то, как они считают важным и нужным для себя. Благодарить покровителя нужно в обеденное время любой субботы. В большинстве случаев вы будете ощущать это на энергетическом уровне. Для этого нужно поджигать 2 свечи желтого цвета, устанавливать по обе стороны от себя и говорить такие слова: «Все, что мою жизнь наполняет, мой покровитель в нее посылает. Я за это тебя, сверкающий, благодарю и поклон большой шлю». Сказав слова, поклонитесь, свечи задуйте и сможете их использовать уже и в следующий раз. И, друзья, если у вас получилась цифра 9, это означает, что ваш покровитель благородный. Такие покровители попадаются спокойным людям с чистым сердцем. Эти люди обдумывают каждый свой шаг по несколько раз. Порой бывают, правда, пугливы, что мешает принимать им решения, поэтому покровитель их всячески к этому подталкивает. Они не любят конфликты, выяснения отношений, отчего их всячески и защищает их наставник. Их жизнь проходит спокойно и размеренно. Все, о чем они мечтают, приходит в жизнь таких людей с легкостью. Их любят, они излучают свет, добро. Возле таких людей приятно проводить даже время. Из них получаются усердные и старательные сотрудники, которые тщательно выполняют любые задачи, которые перед ними ставят.
Как правило, это грамотные, начитанные, эрудированные люди, которые любят много учиться. Вам благодарить вашего покровителя нужно в утро воскресенья. Для этого заварите ромашковый чай, пейте его и проговаривайте в этот момент такие слова. «С тобой, мой покровитель, в контакт энергетически вступаю. Посыл благодарности тебе отправляю. Его, пожалуйста, прими. Все, что у меня в данный момент на душе, ощути». Такое действие сделает ваши отношения еще более крепкими, а связь неразрывной. Относитесь с уважением к вашим покровителям, цените то, что они для вас делают, а они в ответ будут стараться дать вам все только наилучшее и в большем количестве. Не обвиняйте их, даже если что-то в определенный момент у вас не получилось, так как вы планировали, знаете, что значит для этого не пришло еще нужное время. Вы все обязательно получите и обретете, когда на это придет свой час и свой день. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этому видео с друзьями, с близкими людьми, чтобы они также знали об этой важной и ценной информации. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.